Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Для сегодняшней игры я одел свою самую первую футболку, мою самую-самую любимую футболку, которая там, знаете, уже несколько лет ей, но она все еще хороша. Короче, для чего я ее одел? Для того, что мне заказали челлендж под рыцарей, и сейчас я подробнее попозже объясню, что, типа, в чем заключается суть этого челленджа и все такое. Ну а сейчас я скажу так. Присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться на меня, кто до сих пор не подписан. А также, соответственно, кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. И сразу хочу извиниться перед вами за предыдущий ролик, потому что у меня там микрофон. Ну, у меня, короче, кошка лазит под столом, а у меня там провода. И кошка зацепила этот провод. Причем, знаете, в чем прикол? Перед тем, как сесть, записывать вам каточку, я все время прослушиваю, как у меня микрофон звучит, все ли хорошо, нет ли каких-то там шумов, рыпения, шипения и всякого такого вот дергания. И после того, как я, соответственно, отрендерю уже игру, ролик, то я тоже его прослушиваю. Я не слышал прям таких шумов. А потом на ютубе, знаете, через телефон я такой включаю, опа, шумы появились. Я такой, я сейчас не понял. Не понял. А какого хрена? Поэтому, ребята, извиняюсь и спасибо, что сообщили мне об этом. Я надеюсь, что не слишком сильно на комфорт повлиял этот прикольчик. Надеюсь. Поэтому огромнейшее вам спасибо, извиняюсь заранее. Вот. Вчера я, соответственно, ролик не выкладывал, потому что я отдыхал. Ну, после стрима мне, знаете, как-то не хотелось ничего делать. Не хотелось чисто, знаете, там поваляться. Короче, почилить. Почилить не хотелось, вот. Вот. Так, что сегодня за челлендж? Мне заказали челлендж, соответственно, подписчик Беннисон это сделал, рыцарей через какую-то сильную сборку. То есть самое главное, чтобы контекст был в самих рыцарях, то есть чтобы я раскрыл максимум рыцарей, рассказал вам плюсы и минусы, соответственно, рыцарей, и с кем лучше всего комбинировать этих рыцарей. Так, кстати, ну-ка, давай, пожалуйста, кулон магии, пожалуйста. Ах ты ж мерзость. Мерзость. Ребята, рыцари буду реализовывать через кулон магии и посох 3-го тира. Рассказываю плюсы и минусы рыцарей. Ну, соответственно, по поводу плюсов. Это, во-первых, что? Вы получаете некий шанс, что сработает синергия рыцарей. Соответственно, если при 6, то есть вероятность, что она вас там отхилит на 500. Вот. И, соответственно, вы получаете поглощение урона магического и физического в виде 50%. И... на самом деле это неплохо. В текущей мете, можно так сказать, с вот этим вот кулоном магии, это даже очень жестко. Я, кстати, здесь, наверное, БХшку апну и петуха апну. Я не хотел бы, конечно, этого петуха апать в 2 звезды, но надо, чтобы посильнее был стол, потому что, ну, если честно, хочется в винстрик пойти, потому что стол у меня довольно-таки сильный сейчас. Агра поставить, вот так вот взять уровень, и вообще прекрасно. Жизнь, мед, сказка. Предметы закидываю в БХшку. Клевер я оставляю. Да, берем. Я уверен в своем столе, я должен сейчас всех выносить. Вот, клевер оставляю, потому что клевер влияет на вероятное срабатывание синергии рыцарей. Вот, и вы получаете, получается, на 3 секунды баф, который дает поглощение магического и физического урона в виде 50%. То есть, если чел вам физическим уроном наносит 1000, то, соответственно, он будет наносить 500. 550. 500 он будет наносить. Ну и приятный бонус это хп реген, который это плюс 400 хп регенит за каждую активацию этого щита. И, кстати, там синергия 3 уровня работают отдельно друг от друга, поэтому имейте это в виду, потому может получиться так, что может 3 щита одновременно активироваться за 1 секунду, а может получиться такое, что в течение 9 секунд у вас будут работать вот эти вот щиты. И вообще может такое произойти, что они у вас нон-стопом будут спавниться друг за другом, и вы в вечном щите будете находиться. Какие сборки вообще прикольные под рыцарей? Ну, самое дефолтное, как я думаю, вы уже понимаете, это древние плюс, соответственно, рыцари. Потому что синергия рыцарей сработала, соответственно, максимальный бонус древних работает сразу. Это 300 чистого урона в радиусе одной клетки вокруг каждой фигуры, что довольно-таки, ну, очень сильный приятный бонус. Вот. Потом, стандартная дефолтная сборка, которую я считаю, это рыцари плюс 6 троллей. Надо 11 уровень брать, и, соответственно, там вы раскрываете эту сборку на максимум. Выбор керри прям шикарен для вас. Вы можете играть как через бабку, можете играть через ДК, можно играть через ЦК, можно через берсерка играть. То есть
Все зависит от того, кто вам приходит. Если вам идет бабка, вы можете через бабку играть. Соответственно, кулон магии плюс посох третьего тира бабка вообще разваливает. Ну и в целом я показывал, насколько сильная бабка. Вот. Вот. Я, кстати, усилю свой стол. Поставлю чуть-чуть поближе к петухам, чтобы Огр работал в них. Потому что Огр в одну звезду имеет маленький радиус своей ауры. Поэтому поставил чуть поближе петухов. Потому что будет спамить, будет хорошо. Я надеюсь, что у него пойдет хаотичный договор. И будет жизнь мед, жизнь сказка. Будет все прекрасно у нас. На это надеюсь. Третий момент, как можно еще этих рыцарей реализовывать, но это довольно-таки сложно. Это 6 людей, 6 рыцарей, 6 магов. Сложно, почему? Потому что там вы тоже можете как бы делать керри ДК, баб, кого хотите. Ну, соответственно, вы сами понимаете, чтобы такую сборку поставить, это надо прям, не знаю, иметь идеальную удачу на игру. Вот чтобы прям все было как в тепличных условиях, все падало как надо, и омник был в игре. То есть, ну, вот это все надо. Это такая вакуумная сборка, но она тоже имеет право на жизнь. И смотрите. Четвертая сборка это 6 рыцарей, 3 дракона и 6 троллей. Там уже уровень нужен побольше, соответственно, намного сложнее. Но и в чем плюсы такой вот сборки? Можно, конечно, и 5 драконов поставить вместо там чуть-чуть троллей. Но в текущем патче, конечно, можно взять там и 13 и 14 уровень, и можно прям разгуляться хорошенько. Но давайте будем реалистами. 14 уровень, даже, ну, 13 можно взять, но 14, 15, 16, ну... Только если вам придет рано 6 людей, 6 рыцарей, вы будете сидеть, там кайфовать, у вас будет жесткое усиление, тогда, может быть, вы возьмете 12 рано, там у вас куча денег, идеальное усиление, то игра закончится уже на 35-м, на 36-м раунде. Но если такое тепличное условие, там у вас жесткий противник, у которого много хп, и он вас, ну, вы просто на одной фигуре держитесь, каждый из вас, то, в принципе, можно взять 14-15. Опа, реликвия яиц, хорошо, хорошо. Так. Вот, по поводу вот этих вот 3 драконов. Это керри ДК. В чем суть керри ДК? В текущем патче, когда он перевоплощается, он скидывает в себя абсолютно все дебафы. То есть дебафов магов, дебафов нежити и еще какие-то там дебафы. Короче, все он это скидывает, и на самом деле это прикольно. Типа, приятно такое усиление. Но самого ДК жестко нерфанули, потому что у него стоковая скорость атаки 1,5. Это вообще бредятина полнейшая. Просто скорость атаки 1,5. Такой бред. Я не знаю, зачем разработчики настолько жестко нерфанули этого ДК, но что сделано, то сделано. Поэтому в идеале, конечно, это делать 6 троллей, 6 рыцарей, 3 дракона, чтобы ДКшка прям разгонялся. И в чем плюс вообще ДК? Его можно тоже сделать через кулон магии. И, соответственно, можно сделать через посох третьего тира. Это будет очень жестко. Когда ДК у вас будет в 3 звезды, то он начинает выжигать процентажно от максимального ХП фигуры. То есть, ну, вражеской фигуры. И, соответственно, это урон массовое выжигание, все такое. На самом деле жестко выжигает. По посохам третьего тира там прям враги тают на глазах. Урона тонна. Ну и самое приятное, это то, что у него своя тычка усиливается там намного. Дальность атаки хорошая становится. И, соответственно, он такой плотненький. Ну, вот я же говорю, ну, просто надо до хрена предметов. Если у него не будет скорости атаки, даже 6 троллей могут не помочь. Может тупо не хватать. Тупо не хватать. Ну, естественно, мне не упал хаотичный договор. Я думаю взять реликвию талантов. Имбовая реликвия. Ну, да, я возьму реликвию талантов. Я не хочу рандомить, потому что я могу зарандомить, и мне может упасть такая шляпа, откровенно говоря. Ну, я, кстати, уберу вот так вот. Я не буду орков там пытаться выставлять, я вот сразу рыцарей начну уже выставлять потихоньку. Предметы, конечно, у меня так себе. Я надеюсь очень сильно, что на 15 раунде мне упадет кулон магии. Ну, а если не упадет, ну что ж. Тут мне, по-моему, кстати, снесли из-за того, что у чела там Хускар есть. Ну да. Ладно. Не удивлен. Не удивлен. Пусть кимба, конечно. Если вам, ребята, падает довольно-таки рано Хускар, собирайте. В 2 звезды, если вы его собрали, то цены вам не будет. Будете нормально разваливать.
О, сюда. Ну, ребят, за бабку, я думаю, нет смысла что-либо рассказывать, да? Вы все и так прекрасно знаете по поводу бабки, то, что это очень мощный герой, и как его можно реализовывать, как раскрывать и тому подобное. Я думаю, вы это сами прекрасно все знаете, потому что я не первый раз раскрывал эту бабку. Ну, вообще, давайте так. Я расскажу вам всех керри в рыцарях, которых можно вообще сделать. И можно сделать ЦК. Это рыцарь-демон за 2 монетки. Довольно-таки сильный герой. Можно его сделать через чистый урон, а можно, соответственно, сделать его через магический урон с помощью кулона магии. Но только когда вы будете делать через кулон магии, вам обязательно нужно сломать синергию демонов. Потому что я проверил, кстати, да, моментик, я проверил, что чистый урон имеет приоритет над магическим уроном. То есть, если вы закинете кулон магии, он все равно будет бить чистым уроном. Так же самое это касается и перчатки 5-го тира. Когда у вас есть кулон магии, то чистый урон будет над магическим уроном. Поэтому чистый урон идет в приоритет. Имейте это в виду. Потом можно сделать керри луну. Если грамотно все идет, если у вас там хорошие предметы, тоже кулон магии после 3-го тира. Ну это must have, ребят. Сейчас вот все почти играют через кулон магии. Редко когда не играют через кулон магии. Кулон магии плюс посох 3-го тира. Это нереальная тонна урона. Режется только родным сопротивлением, там, с помощью шара бездны и тому подобное. Поэтому мы, соответственно, кулон магии будем абузить по полной программе. И тут, кстати, если что, легендарный берсерк, я буду, наверное, через него играть. Я возьму 9-й, ну, если ситуация будет прям хороша-хороша, то я до 10-го дотерплю. Если нет, то я буду брать 9-й, на 9-м начну ролиться, усиливать свой стол и разваливать. Так вот, берем луну, ее тоже можно закирить. Только тут вот ситуация совершенно иная. Вам нужно будет на 6-м уровне ролиться, чтобы собрать ее в 3 звезды. В 3 звезды собрали, все, погнали в уровень и начинаем усиляться. Понятно, да? То есть ЦК, Луна. И есть еще один обалденный герой. Это Легионка. Легионка это вообще песня, ребят. Блин, 2 петуха это круто, но я поставлю баф людей. Чем быстрее буду идти в уровень, тем лучше. Вот, Легионка. Можно ее тоже сделать как через кулон магии и посох 3-го тира, потому что Легионка не имеет лимитированного урона. Она будет жить, будет выигрывать, и, соответственно, урон у нее будет расти с каждым разом. А, соответственно, с посохом 3-го тира это будет не 25 урона за каждый раунд, а 75. И, соответственно, там такая нормальная циферка может нарисоваться. Вот. И, соответственно, что Легионке надо? Легионка играет через плотность. Ей не надо скорость атаки. Ну, тоже узкие моменты есть, когда ей нужна скорость атаки. То есть, если против вас герои с физическим уроном, там какие-то звери, которые лупят вас с руки, какие-то убийцы, какие-то охотники, которых никогда в жизни вы не увидите в игре, ну и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее, то, соответственно, ей нужна плотность. То есть, Кираса, чтобы она жила, маска 5-го тира, чтобы она тоже жила. И всякое такое. То есть, ну, я думаю, без меня здесь понятно. Она играет через плотность, через свою пассивку. Ее бьют, она отражает урон, соответственно. Ой, отражает урон. Она триггерит свою пассивку и начинает от нее хилиться. От хил там довольно-таки жесткий в 3 звезды. Плюс, соответственно, когда вы урона много настакаете, она там будет хилиться невменяемо. Ну, тут как бы понятно, да? В некоторых узких ситуациях ей нужна скорость атаки плюс сплэш. БФ. БФ для того, чтобы массово зачищать всех очень быстро. Короче, ну, думаю, понятно. 4-й керри это, соответственно, бабка. Ну, бабку я не думаю, что есть смысл рассказывать, потому что уже много раз рассказывал про нее, и самый топовый билд это все-таки через кулон магии плюс посох 3-го тира. Там урона закачаешься. Но если вдруг кулон не падает, посох тоже не падает, можно через физический урон, либо же через чистый. Но лучше, конечно, через физический, через минус броню. То есть предмет 1-го тира на минус 5 брони, предмет 3-го тира, который минус 10 брони дает, Кираса, которая дает минус 10 брони, и по итогу там циферки такие огромные получаются на этой бабке. Короче, бабка им, ребят. Все, вот что я хочу сказать. Потом, 5-й керри это ДК. Ну, ДК специфичный герой, спасибо еще за одну корону, спасибо тебе, спасибо, родненький, Аспри родненький, спасибо тебе большое, да. Я думаю, уровень взять и поставить чуть-чуть троллей. Хотя ладно, нет смысла. Там 20% скорости атаки, и не так уж и много оно мне даст. Вот. ДК специфичный герой. Его надо прям показывать и раскрывать. Но он очень... Ну, понимаете, есть намного героев проще по типу той же самой бабки в реализации, нежели тот же самый ДК. Вот и все.
Я не могу прям как-то, знаете, рассказать прям про него, потому что все предметы на него ситуативны будут. Он очень боится контроля, он очень боится замедления скорости атаки. Он боится остаться без самой скорости атаки, потому что если предметы вы только на дамаг найдете, у него урона... Ну, и на самом деле, ДК это тот герой, которого урона своего родного дохрена, для того, что когда он перевоплощается в дракона, у него урон там увеличивается в разы. Ну и, соответственно, это... У него и сплэш есть свой родной, и выжигание есть. То есть его можно как через физ урон забрать, так и через маг урон. И посох третьего тира ему даже подходит, если вы кулон магии не находите. Потому что когда он в 3 звезды, его пассивка выжигает 5% от максимального здоровья фигуры. Это много. Это нормальные такие цифры. Это то же самое, что почти Энигма в 3 звезды собрана и выжигает. Вот. Дальше. Ну и ДК, соответственно, имеет 3 типа урона. Это физический, чистый и магический. В форме, соответственно, когда он 3 звезды, у него там магический, чистый и физический. Чистый это, соответственно, сплэш урон массовый. Вот. Пу-пу-пу. Что еще за керри хорош? Ну, естественно, керри 5 тира. Берсерк. Это мы если играем 6 рыцарей, 6 троллей. И, берсерк тут и так понятно. Вот я хочу через берсерка вам показать. Да, я знаю, что я берсерка показывал, но я показывал через 9 магов. А тут я хочу показать вам его через 6 рыцарей, 6 троллей. Надеюсь, у меня получится. Что-то меня, конечно, жестко уже начинают сносить. Но у меня тупого усиления даже нет. Но имеем то, что имеем. Вот, ну и, соответственно, берсерк отлично смотрится под 6 рыцарей, 6 троллей. По сути, под 6 рыцарями вы имеете защиту от физического магического урона в виде 50%. А если, не дай бог, конечно, дай бог для вас, не дай бог для противника, есть у него омник, то единственное, что поможет против таких рыцарей, это чистый урон. Даже кулон магии плюс посох третьего тира против 6 рыцарей и с омником жестким не поможет. Это будет тяжело. Очень. Ух ты. Марси с БФом. Выглядит, конечно, многообещающе. Сильно. Сильно. 57 хп у меня. Не, я возьму 9 и начну ролиться. Я грибал. У меня нет усиления никакого, поэтому надо брать 9 и тупо усиляться. Все. Что еще делать? Ну и в принципе все, как бы. Больше мне как бы... Ну, на самом деле, можно, конечно, еще дальше зайти по поводу сборок. Можно собрать гоблины плюс рыцари, да, в текущем патче это возможно, потому что на 35-м вы берете разблокировку уровней и, скажем так, погнали наших городских. Как-то так. Там можно 6 гоблинов, 6 рыцарей, и вы просто будете нереально непробиваемая машина для физического урона уж точно. Ну, соответственно, против магии можно еще и там морских доставить. Ну, можно душе разгуляться. То есть, самые жесткие комбинации, на мое мнение, это древние плюс рыцари. Да, если омник есть, так это вообще имба будет. Вот. Потом 6 рыцарей, 6 троллей. Стандартная дефолтная сборка, которая разваливает, дай боже. И, в принципе, дальше уже надо от ситуации отталкиваться. Что вы хотите видеть. Вот. Все. Это то, что я как бы хочу вам сказать, и все. Учила там хаотичный договор, кстати. Подумал на мгновение, что я могу его вынести и получить винстрик, а по факту хрен там плавал. Темпларка тут есть. Ну и, кстати, минусы. Если рыцари не идут, то будет ситуация, как у меня. 42 хп. Будет все очень плохо, короче. Кратко, будет все очень плохо. Подведем итог. Все будет очень плохо. Сейчас я начну ролиться. Дай бог повезет. Дай бог. И у меня будет нормальное усиление. Яйцо придерживаю. Я хочу это яйцо закинуть берсерка. Но если будет хорошо бабка идти, то я, соответственно, в бабку закину эти предметы. Ой, предметы яйцо. Буду играть через бабку. А потом уже посмотрим. Может и через берсерка поиграю. То есть, что будет, то будет. Вот. То я хочу сейчас за реликвию. Я хочу... Пески времени мне упали, серьезно. Я так надеялся, что у меня мастерская бума вып... О!
Наныл. Наныл усиление. Самое главное, это немножечко поныть. Так, ну теперь мне нравится все. Опа, минерчик. Ну, минерчик мне не нужен. А дай мне еще одного берсерка. Ну, я же знаю, ты можешь дать мне берсерка, да? Давай сейчас на следующем раунде ты мне дашь еще одного берсерка, и мы прям разгуляемся с тобой, детка. Не знаю, может тролльнуть предметы. Мне этот кулон магии очень нужен. Либо попробуй до 25 раунда потерпеть, а там уже рольнуть. Обидно, конечно, что мне отмотка времени упала. Но что упало, то упало как бы. Так, чел играет через рыцарей тоже. Давай, гаси его! Вот у меня 6 рыцарей нет, тяжело идет, тяжело. Ладно, мне хотя бы чуть-чуть снесли. Минус 5. Забыл, куда смотреть, я пишу, посмотреть, сколько мне хп сняли. Ну а где мой рыцарь еще один, алло? Ну мне одного рыцаря не хватает, чтобы поставить 6 рыцарей. Что за бред? Ни легионки, ни ДК мне не падает. А, кстати, если что, я играю вместе с Марком эту игру. Знаете, уже в комментариях прикалываются на том, что типа ты берешь этот утяжелитель, чтобы игра тебе была полегче. Не, ребят, на самом деле просто так выходит, что ему может идти жестко, а может не идти вообще. И плюс Марк играет в кайф, в принципе, как и я, он играет не на мете, что слава богу. Потому что если бы он играл на мете, это были бы инсейки, шаманы и делай, что хочешь потом. Но зато он в каждой игре реализует кулон магии плюс посох третьего тира. Знаете, он прям помешан на нем. Ну, я его понимаю на самом-то деле, почему он помешан. Где мои рыцари? Что за бред? Вот то, о чем я говорил. Ой, ладно. Я же за минусы не дорассказал по поводу рыцарей. Рыцари боятся чистого урона. Капец, как боятся чистого урона. Ну и, соответственно, рыцарей довольно-таки тяжело собрать. Вон там чел собрал себе уже горного вождя через кулон магии. А тут, скорее всего, нарисуется 9 магов и горный вождь керри. А чел на первом месте играет через воинов вообще. Печалька. Ну, на самом деле, эта печалька закончится тогда, когда я найду себе кулон магии. А потом после третьего тира. Не знаю, я попробую рольнуть, наверное. Ну, надо попробовать. Кулон магии слишком хорош. Или все-таки потерпеть 25 раунд. Или рольнуть. Тут вообще эльфы собираются. Вообще, на самом деле, такая вот не очень приятная игра для меня. Так, чел там на воинах реликвию талантов получил. Окей. Эльфы еще неприятные. Мне МКБ надо будет против эльфов 100%. Тяжело будет эльфов забирать. Меня только сейчас спасает моя плотность. Опа! Опа! Видели, сколько уклонений только что сработало? Красавчик! Спасибо тебе за винстрик. Спонсор сегодняшнего вечера. Вот этот молодой человек под ником Итачи. Ёлки-палки, как мне бабка идет, а рыцарей не идет. Прикиньте, мне бабка идет, а плюс еще одного рыцаря. Нема. Испарился. И он испарился. Сейчас будет классно, если с 25 раунда с мобов мне выпадет кулон магии, и мне нужно будет только посох третьего тира искать. Это будет идеально. На самом деле, я уже подумал на то, что я буду играть через физический урон, если кулончик не упадет. На самом деле, лучше, конечно, все-таки через кулончик поиграть. А что-то Марка плохо, у него 26 хп, 10 уровень. Играет через фулл нежить, но это ему не поможет. На самом деле, играть в текущем патче на фулл нежити, когда пакт мертвецов находится во втором тире, это полная дичь. Друидов ты пообузить не можешь, потом... А кто это пришел? А кто это пришел? ДК пришел спустя 1000 лет. Явился, не запылился, родненький, газ природненький. Козел. Просто прочувствуйте мою боль сквозь экран. Сквозь пространство и время.
Так, раскрыл вертолетик, получил бабки. Что это происходит? Почему мне так бабка с ДК идут? Не, ну бабка... ну, ДК-то понятно. Почему мне бабка так жестко идет? Чересчур как-то жестко, не? Правда, у меня хпшки так мало. Жетон отступника хорош, потому что против меня там воины есть. Мифриловый доспех надо брать. Чего так бабка идет? Легионка, надо на мне? Да вообще, на самом деле, мне нахрен эта легионка не нужна. Ну, можно было бы вместо Луны поставить. Но Луна в 2 звезды. Нет, не хочу. Что происходит? Ладно, я яйцо закину в бабку. Будем играть пока что через бабку. Вот этот вот жетон отступника отлично будет работать против воинов. Потому что я же в дальнейшем собираюсь киллить берсерка, конечно, если ничего не поменяется. И этот берсерк по воинам будет наносить на 50% больше урона. Потому что он тоже есть воин. Он тролль и воин. Ладно, давайте рольном предметы вот эти. Что, так можно было? А что, так можно было? С первого раза? Ну ладно, не с первого, окей. Просто с первого ролла, скажем так, второго тира я нашел себе кулон магии. Я думал, если честно, я последним предметом найду кулон магии. Эльфы максимально противные. Без МКБ их так тяжело пробивать. Столько уклонения, ё-моё. А, ну, кстати, я его, по-моему, выкинул. Да, я его выкинул. Все, пока-пока-пока. Пока, родненький, пока-пока. А, не пока-пока. Ладно, минус 9 всё. Я думал, я ему побольше снесу. Окей. Так, ты мне не нужен. Вообще, я хочу найти сейчас берсерка и пойду в уровень. Или бабку лучше найти. Не, я думаю, лучше бабку в 2 звезды, в 3 звезды собрать, а потом уже в уровень пойти. Хотя от берсерка я не откажусь. У чела там 16 винстрик, боже. Хочу. Но я не заберу. У меня слабо. Если бы у меня был кулон пораньше, и я бы нашел после 3-го тира, я бы тогда 100% забрал. А так, а так. Так. Чел там, конечно, на рыцаре, смотрите, что себе. Я тебя услышал. Марк нашел берсерка в 2 звезды, нашел кулон, нашел посох 3-го тира, наследие, короче, там Марк заряженный. Так, отцепитесь от моей бабки. Хорошо. Все, нормально, нормально. Душим молодых. Кстати, кому интересно, это, если что, вторая моя игра с попыткой реализовать рыцарей. Не, ну рыцари прикольные. Но так их довольно-таки так легко контрить. Нет, если вам идут рыцари прям, вот прям сыпет их очень хорошо, то их, на них можно и нужно играть. Знаете, что чел на первом месте будет себе собирать? Как вы думаете? Как вы думаете, что же там чел на первом месте хочет себе собрать? Вы думаете, он на воинах до конца будет играть? Я уверен, что на воинах до конца он играть не будет. Вот. Уверяю вас. Я уверен, что это нехороший человек перестроится в инсектоидов. Уверен в этом. Вот на самом деле ты имеешь... Ладно. Ладно. Так будет... Не буду жаловаться. Просто мразь. Я еще и винстрик проиграл, да? Прекрасно. Ой, винстрик. Не собью винстрик ему. Или собью. Или собью. А не собью, прикиньте. Ай-яй-яй. Против меня Хускар с магическим плащом. Вот видите, урона тупо сейчас у меня не было. Был бы после 3-го тира, я бы, скорее всего, забрал. А играл бы через физурон, я бы у него забрал винстрик. Прикиньте, 17 винстрик я мог забрать. Надо было кулон все-таки отдавать в берсерка. Ну, что было, то было. Ладно, шар бездны, так шар бездны. Против Марка будет работать. Так, я, наверное, инвокера продам. Марк реализует
моего берсерка, которого я показывал через 9 магов. Эльфы. Через антимага будет играть. Сильно. Сильно, конечно. Больно. По-моему, я проиграл раунд, да? Да, урона мало, видите? Не может бабка забрать всех. Не, ну бабка бы в 3 звезды справилась бы по-любому, потому что у нее не было бы отката на свои способности, по сути. И она бы прям там нормально раздала бы движа. Приходится страдать. 27 хп. Так, берсерк есть, хорошо. ДК. Хо-хо-хо. Блин, я так не хочу продавать инвокера. Опять ДК идет, да что ты... Серьезно? А так можно было? Там, кстати, типу сбили винстрик. Я, короче, не хотел продавать. Легендарки сейчас я, в принципе, могу уже продать. Но инвокера я хочу оставить, потому что буду брать уровень, и инвокера я поставлю попозже чуть-чуть. Тоже полезный перстень, хотя может уже продать его. О, мастерская. Блин, а я предметы перед этим порвалил, да? Да. Ладно. Наследие духания пригодится, но мне нужен посох 3-го тира. Срочно. Мне нужен срочно посох 3-го тира. Так, ДК ставим на автопокупку. Соберем его в 3 звезды. Чисто на сдачу. Отмотку времени реализуем. Пусть будет. Я почему еще легендарки не хотел продавать? Если бы мне сейчас, ну, так бы не пришли бабки и яйцо, то я бы, наверное, распродал бы половину стола. Распродал бы половину стола. И если попала магическая коробка, то я бы тупо перерабатывал бы легендарки. Так, сейчас я буду, наверное, копить деньги. Не, наверное, я буду копить деньги, идти в уровень. Надо 11 взять минимум. Там я поставлю 6 троллей, 6 рыцарей. Так, ну сейчас я уже буду пожестче, молодой горячий, против эльфов. Иди сюда, мой сладкий. Боже, какая же бабка развалистая. Ну, несмотря, конечно, на то, что у меня 7900. Берсерк дал. Но это все фигня. Дай посох. Хорошо. Ой, хорошо. Ай-яй-яй. Так. Ух ты. Антимаг в 3 звезды. Ого-го. Не, ну хорошо, что ты будешь сюда прыгать. А ну так вот, героев без маны туда поставлю. А то антимаг в 3 звезды мне не нравится от слова совсем. Он, конечно, под эльфами, но все же. А сейчас я этого типа вынесу. Смотрите, сейчас я этого типа вообще без шанса буду сносить. Да, все. Просто. Смел без шансов. Вот так вот. А мог бы винстрик у него забрать. Ну, как говорится, если бы ДКБ, во рту бы росли грибы. Так, ого, у Марка там 2 берсерка в 2 звезды. Инвокер в 2 звезды. Хороший у него там стол, опасный. Но у меня хп до хрена пока что. Я нормально так себе отрегенил хпшки. Ну да, я нормально все хпшки отрегенил, я не должен отлететь прям жестко. Хотя, черт его знает, что оно будет. Не, ну у меня шарбезны против него есть еще. И у меня синергия рыцарей, шарбезны, поэтому я себя вообще шикарно чувствую. Смотрите. Да? А я ему минус 8, наверное, не дам, да? Или дам? Уи!
Минус 9. Блин, не повезло. На самом деле, то Марк бы мог бы здесь спокойно зайти в топ-3. Вообще бы спокойно мог зайти. Что у нас тут? Маска. Еп. Маска это хорошо. Маска это отлично. Шарбеза мне, получается, не нужен. Так, Шарбезный даем в бабку. Жетон отступников Берсерка. Чтобы по воинам больше урона накидывать. Ну, воина там, конечно, хп немало. Ух ты, антимаг с перчаткой на чистый урон. Ну, как бы мне плевать. Мой берсерк будет пожестче. Не, ну берсерк, конечно, под кулонами и посохом это вообще что-то нечто. Так, ну, берем уровень. Что там у нас? Ребята, если честно, у меня сейчас идеальные предметы. Мифриловый доспех отдал в бабку, потому что весь контроль, скорее всего, будет лететь в бабку. Да не скорее всего, 100% будет лететь в бабку. Потому что она сейчас самая сильная на столе. И самая дорогая. Так, неважно, что я тут беру за талант, потому что у меня реликвия талантов. У меня все таланты активны. Поэтому выбрал. Так, и буду идти в уровень. Или может поролить пока... Не, надо взять уровень, выставить сборку, а потом уже начать ролиться. О, ну все, чел там уже потихонечку перестраивается в инсектоидов. Бабка, конечно, может этих всех инсеков забрать. Но я думаю, что берсерк будет попрофитнее. И скорее всего, вот этот вот чел будет играть через инсектоидов и инвокера. Ну, не скорее всего, 100%. Это ж метовая сборка, ну, как бы без нее. Если честно, я так надеялся, что он не будет играть через инсектоидов. Он по итогу уже собирает себе инсектоидов, хп у него до хрена. Времени перестроиться у него, дай боже, каждому. МКБ. Отлично. Отлично. Не то чтобы хорошо, это вообще прекрасно. Это вообще прекрасно. Мне сейчас на всякие там уклонения, дебафы на уклонения, точнее дебафы на миссы вообще плевать. Нужен ли мне Дум? Да я думаю, пока что Дум мне не нужен. Возьмем 11-й, двух волшебников. Сделаем себе синергию 6 троллей, 6 рыцарей. Будет очень сильно. Потом усилимся. Потом уже пойдем в уровень. Я хочу берсерка в 3 звезды. И ДК в 3 звезды хочу. Так, ну смотрим, смотрим. Но у меня жесткий берсерк. Кстати, зимние объятия на весь стол работают, прикиньте. Вот это они патч выкатили забавный. Зимние объятия на весь стол работают, охренеть. Но это имба на самом-то деле. Зачем тогда арканцы третьего тира, если есть зимние объятия? И драконий рог, точнее не так. Зачем драконий рог в игре, если есть вот такие вот зимние объятия, которые работают на весь стол? Без понятия. Эти зимние объятия не шергенят сразу 100% мана тебе с нулевой секунды. Вот сейчас обратите внимание на богиню войны, что будет. Это будет разрыв. Вообще странный чел. Ну ладно, он собирает инсектоидов. Но он играет на воинах, при этом керрит темпларку. В чем прикол? Бэмс. Сразу фуловая мана у богини. Не, это жестко, конечно. Что-то они, короче, такое накрутили, намутили. Ему, походу, не падает Кира. Поэтому он не ставит себе сейчас синергию инсектоидов. Надо БКБшку, наверное, будет найти. Потому что там инвокеров будет дохренища. Бафа будет дохренища. Контроля будет тоже дохренища.
На самом деле, ну опа, берсерк 2 звезды. Опа. You know nothing about drawing eggs. Это на самом деле реально. Зачем ты собираешь инсеков? Играл бы через воинов до конца. Ладно, хозяин барин, от этого интереснее. Ты ж меня не снесешь, надеюсь? Не-не-не, бабка порешала там. Кто вдруг не знает, почему я это говорю, зачем он керит темпларку, так все просто. Синергия воинов работает только на исконно истинных воинов, то есть на воинов, которые были изначально. Они не работают на других героев. Я, кстати, 12 уровень взял. Боже, какой он огромный будет! 12 уровень инсек. Я думаю, когда он выставит... Нет, хотя у меня берсерк должен спокойно вообще весь спам зачищать своими топорами. Вообще на одном дыхании, по идее, должен. Но это на бумаге. Посмотрим, как это будет. Только если я, наверное, берсерков 3 звезду соберу, то вообще там без шансов будет. Бэмс. Ну и омник, если был бы, я думаю, вообще бы легко было. Бэмс. Нет, как же много урона от такого берсерка. Бурстит он, конечно. Нормально. Так, есть волшебница. Так, выходим, получается, из экономики. Меняем. И одного рыцаря посылаем в одно место. Отлично. Все, 6 рыцарей, 6 троллей. Кайф? Кайф. Хочу 12 взять. Но я не знаю, брать 12 или пытаться ролиться. Я думаю, сначала поролиться. А вдруг берсерка соберу в 3 звезды. А потом уже все остальное, а? Как думаете? Я бы хотел на самом деле себе инвокера сделать в 2 звезды и поставить его как саппорта. Он бы нормально мне помогал. Причем у него скорость атаки была бы тоже хорошая. Из-за 6 троллей. Не, я думаю, сначала поролиться, усилиться, а потом уже дальше в уровень идти. Мне кажется, берсерк в 2 звезды... Это сильно, конечно, но может не зарешать. Так, возьму косу. Пусть будет. Нужен ли ты мне? Не нужен. Опа. Опа. Хм. Надо БКБ поискать. Но кольцо Нагара не хочу брать. Ну, клинок тени, в принципе, пойдет. Ладно, я инвокеров продам пока что, потому что мне некого ставить. Опа! Опа! Похоже, что я сейчас соберу себе берсерка в 3 звезды. Как же я его жестко аннигилирую. Еще и бабка щит темпларки вообще в легкую сбивает. Так, пожалуйста, дай мне берсерка. Яйцо и берсерка, пожалуйста. Яйцо, дай. Дай, говорю. Хорошо, берсерка дай. Берсерка дай, говорю. О! Ай, хорошо. Теперь бы дракончика сделать. Я, кстати, наследие перекину. Сейчас в берсерка закину, потому что у типа там есть и безруш, и арчит. Ну, в идеале, конечно, БКБшечку найти. Оп, яйцо. Дай мне ДК одного, я хочу ДК. Хочу собрать ДК в 3 звезды. Чтобы было красиво, надо собрать ДК в 3 звезды. Хорошо, что еще чел там не собирает себе инсеков. Вы, короче, поняли. Еще не поставил себе инсеков. Бэмс, 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 бэмс. Ну, вообще, тролль огонь, конечно.
Как же ему все равно. Так, щиточек сбиваем. Так, 3 хп у молодого. ДК дай. Рожь. Отлично. На самом деле у меня заряжен ДК. Не знаю, я, наверное, мифриловый доспех отдам. И лучше заберу наследие духа огня. И пусть лучше чуть ли не 3 раза от моего берсерка забирают. Что там у тебя? Вы посмотрите, у него тут инсеки есть, но у него нету этого камня Киры. Я думаю, если бы он камень Киры получил, он бы 100% бы себе уже переставил инсеков. Ну туда вот этих инсеков. Инсектоиды должны страдать. Ребята, я не первый раз говорю, что инсеки должны страдать. Чел ставит рики, думает, это ему поможет. Не, ну частично, так, на полшишечки. Она ему это помогает. Умирай. Ля, как щит 5-го тира его спасает. Ты посмотри на это. Ну чел, ничего страшного. Тебе еще раз придется убивать моего берсерка. У него очищающая сфера сработала, вырубил мне синергию. Все, пока. Ай, хорошая игра получилась. На самом деле надо было немножечко лучше сыграть. И моего берсерка отставить от его рики. Чтобы он сразу топорик оставал, чтобы толпу всю эту чистить. Ой, ну хорошая игра получилась. Вот этого вот человека, который играл на воинах, а потом хотел перестроиться в инсектоидов, наказал. Ребята, вот так вот нужно наказывать вот этих вот всех мерзких типов, которые хотят играть на инсектоидах. Вот так вот надо. Просто брать и наказывать. Инсектоиды должны пасть. Не, ну прикиньте, если бы он реально выставил бы сейчас сборку такую инсеков. Сколько у него там, 12 или 13 уровень был? Это ж такая машина была бы. Там такой бы спам лютый был. Но слава богу, ему не упал камень Киры. Я думаю, он ролил этот камень Киры. Ему падали там всякие кирасы и тому подобное. Но тоже непонятный такой вот момент. У него стоит берсерк 2 звезды. Зачем он керит темпларку? В общем, челлендж выполнен. Беннисон, жду от тебя фидбэк в комментариях. Ну а так, ребята, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!